Всем привет! С вами Виктория Демора, и это мой канал о жизни на Шри-Ланке. В этом видео вы узнаете, почему я не хожу по улицам Шри-Ланки, почему меня не пустили в новый порт-сити Коломбо и где на этом острове найти островок цивилизации. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment Итак, начнем. Как я уже рассказывала в предыдущих видео, мы с мужем в конце прошлого года улетели из России и живем на Шри-Ланке. И Шри-Ланка открылась мне с нового ракурса, чем когда я сюда приезжала в качестве туриста. Когда ты турист, ты, как правило, выбираешь себе место и маршрут заранее, и твое пребывание на острове становится более предсказуемым, чем когда ты остаешься здесь жить. Что я имею в виду? На своем опыте могу сказать, что от моего первого посещения Шри-Ланки я была в восторге от дикой природы, от силы океана и какие-то неприятные мелочи, которые попадались во время этого путешествия, принимались за экзотику. Первый раз я увидела океан и растаяла от его красоты и силы. И, конечно, даже то, что меня возмущало, померкло перед этим впечатлением. Время обед. Но потом, когда ты уже встречаешь это не в первый раз, сталкиваешься с этим постоянно, то начинаешь понимать, что либо людям не хватает воспитания, либо у них к тебе такое отношение. Да, я про то, что на пляже местные жители, которые продают сувениры и ракушки, фактически навязываются тебе, да, идут за тобой и просят что-то купить. Вот. И это на Шри-Ланке присутствует везде. Да, люди здесь, конечно, очень добрые, улыбаются тебе, но эти же люди при наличии у них нужды или наглости считают тебя белым денежным мешком и пытаются всякими способами получить от тебя деньги. Вот случай в магазине. В каждом магазине Шри-Ланки есть охранник, который сидит рядом со входом и следит, видимо, за тем, чтобы магазинные тележки не разъехались по всей Шри-Ланке. Конечно, не только для этого, но и потому, что здесь процветает воровство. И он следит, что чего бы лишнего не вынесли. И когда он видит человека, не только меня, но и других людей с сумками, то сразу бросается к тебе, предлагая свою помощь. И ты такая радостная, в России редко такое увидишь. А тут тебе всячески хотят помочь. Это, с одной стороны, прям бальзам на душу. А с другой, этот же охранник, донеся тебе сумки до такси, в открытую спрашивает у тебя чаевые. Просит деньги. И тут ты начинаешь понимать, что та помощь, которая пропагандируется в России как бескорыстная, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, на Шри-Ланке это возможность заработать денег. Можете себе представить мужчину, который открывает даме дверь, помогает нести ей сумки, потом спрашивает за это деньги. Для меня это вот удивительно. Я не знаю, может, это только у меня так. И, конечно же, я понимаю, что такое чаевые, и что когда ты что-то просишь, то нужно за это заплатить. Но я не понимаю, когда ты не просишь, а человек сам идет к тебе навстречу и оказывает тебе услугу, только чтобы потом попросить денег, вам не кажется, что это похоже на обман и манипуляцию? Да, кстати, сейчас работают многие люди, которые что-то продают. Чистый маркетинг. Они предлагают вам что-то бесплатно, а затем оказывается, что они за это бесплатное потратили столько времени, сил и средств, что начинают фактически просить у вас за это деньги. Хотя ты изначально не собирался ничего покупать, а потом просто чувствуешь себя обязанным. Напишите в комментариях, бывало у вас такое? Иду смотреть Порт-Сити Коломбо. Так вот, та жилка настойчивости и обмана, она присутствует в местном менталитете. Она присутствует в менталитете местных, и поэтому здесь так много историй, где местные обманывали иностранцев и кидали на деньги. Это нужно просто принять как факт. Вот так вот пристают местные.
войти не дали. Так как в Форт-Сити я не попала, я иду снимать местный пляж. Вот очередной тук-тук. Как будто я вызываю такси, а они вообще... После России мне еще было непривычно, что такси здесь может не приехать. Ты делаешь вызов в том же Uber. Он принимает этот вызов, а потом отменяет его спустя время, посчитав, что ему невыгодно ехать. И в часы пик, а это обед, когда никто не хочет работать, и вечер, когда пробки, такси ты можешь не найти и вовсе. Я не только про машины, но и про тук-тукеров. Еще тут мало кто расплачивается картами в таких приложениях, как Uber. Чаще используют наличные, тем более ты никогда не знаешь, где и сколько тебе придется заплатить чаевых. Не подумайте, что я против чаевых, я очень даже за. Если вам понравился мой рассказ, то вы можете поддержать меня чаевыми по ссылке в описании видео. Очередной тук-тук, который пристает, хотя я его не ловлю, а он все равно пытается меня завлечь. Уже догадались, почему я не хожу по улицам Шри-Ланки? Да, правильно. Из-за того, что местные жители слишком доброжелательные и навязывают тебе себя. Есть риск бандитизма. Тебя похитят просто из-за того, что у тебя светлый цвет кожи. И всех таких людей они считают денежными мешками. В общем, пока я здесь гуляю, буквально за 3 минуты ко мне подошло уже 5 человек. То есть спокойно остановиться, снять видео и позвонить родственникам, да, пообщаться невозможно. Они просто в наглую подходят и что-то от тебя хотят, спрашивают. Кто-то хочет сфотографироваться, кто-то что-то предлагает. В общем, это невозможно. Это, знаете, как попасть в муравейник, и на тебя нападают просто со всех сторон. Вот как-то так. И это вот самый центр Коломбо. Я вот не привыкла к такому вниманию. А вы, если хотите себя почувствовать звездой, то добро пожаловать. Интересно, здесь я смогу перейти? Продают всякую еду уличную.
Вроде бы зеленый. Обязательно надо побибикать. Без этого они не могут. Вторая причина – это то, что каждый проехавший мимо тук-тук и автобус старается посигналить тебе, как будто ты свадебный кортеж. Ты подпрыгиваешь через каждые 3 метра, пока идешь по улице. Это просто некомфортно и напрягает ужасно. Вот местные девушки красивые. Правда, одеваются они в основном в джинсы, либо в местную одежду, традиционную, называемая сари. Сари красивая вообще, в отличие от джинсов. Вот и он, торговый центр. Вот и попрошайки, которых очень много тут. Entrance. Так, наверное, здесь надо, да, войти? Заходит. Проверяю. На входе проверили все. Сумку даже попросили снять бейсболку. Ну и третья причина – это то, что улицы просто-напросто не оборудованы для пеших прогулок. Да, есть некоторые места с пешеходными тротуарами, но их можно на пальцах одной руки перечесть. Все остальные улицы – это одна сплошная проезжая часть для машин и тук-тукеров, где люди просто прижимаются, где придется. И это даже опасно, я бы сказала. Потому что они же сами тук-тукеры и автобусы ездят так, что не соблюдая никаких правил, и очень много аварий на дорогах. Вот в этом видео про Хикаду я как раз показывала, как снимала, пока мы ехали, как едет автобус посередине. Посмотрите, если интересно. Огромный центр, где магазины международных брендов с огромным фудкортом внизу и цивилизованными туалетами. Вот. Ну, он один такой пока. Не знаю, может быть, в будущем построят что-то еще. Вот, например, они стали строить новый город, Порт-Сити Коломбо.
что-то там даже построили. Но, к сожалению, мне вот не удалось туда попасть. Вот в этом видео вы видите, что пешеходов туда не пустили, сказали, что проезжайте, там, через 5 километров нужно объехать в другой вход, там вы сможете войти. Вот. А в этом входе, который рядом к Вангали Фейс, можно проехать только машинам и то по QR-коду, если ты там что-то заказал. В таком центре я снимаю, мне никто не хотел. Здесь цивилизованные культурные люди. Зато здесь очень много открытых уличных рынков, где можно купить свежие овощи, фрукты практически на каждом углу. Вот. А к торговым центрам здесь люди не привыкли. Их так мало, можно вообще сказать, их нет. В огромном Коломбо, мне кажется, их всего штук 5, ну, может, 10 найдется. Всякое разное. Ценник, конечно, этого мороженого. И отсутствие инфраструктуры для пешеходов – это малая часть того, что доставляет дискомфорт для привыкшего к шаговой доступности европейца. Даже магазины здесь оборудованы так, что похожи на палаточный мир лихих 90-х в России. Более-менее, если можно так сказать, приличные магазины – это сетевые магазины. И то даже в них минимум комфорта и оборудования, не говоря уже о бегающих по прилавкам тараканах. Видели у нас игровые автоматы, где выигрывают игрушки? Вот здесь так же. Ты все еще меня смотришь, но не подписался на канал? Подписывайся скорее, жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вас ждет еще много интересного. Если было полезно, то поставьте лайк. Это поможет расти каналу. Также я жду ваши комментарии, что вы хотели бы увидеть и узнать про Шри-Ланку. Хотите знать, например, какие документы могут понадобиться, если вы собираетесь переехать в другую страну? Или насколько комфортно жить в этом климате, и как адаптируется тело? Напишите в комментариях. На этом все. Всем спасибо. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока-пока.